Представьте 1915 год. По улицам Детройта тарахтят Ford Model T на бензине, лошади пугаются гудков, а в маленьком гараже молодой парень с горящими глазами по имени Илон Маск собирает странную бесшумную машину на электричестве, которая разгоняется быстрее всех. Он уже не просто чинит двигатели, он мечтает отправить людей на Луну и Марс. Звучит как безумие? А ведь если бы Илон родился не в 1971, а в 1890-х, мир мог бы стать электрическим и космическим на несколько десятилетий раньше. Сегодня разберемся, кем бы стал Илон Маск в начале 20 века. Часть 1. Краткая предыстория Маска. Для начала вспомним реального Илона. Родился 28 июня 1971 года в Притории, ЮАР, в семье инженера и модели. С детства был одержим технологиями. В 12 лет написал и продал свою первую видеоигру. В 17 лет уехал в Канаду, потом в США, где получил 2 диплома по физике и экономике в Университете Пенсильвании. Спал по 4-5 часов, работал как одержимый и уже в 24 года основал свою первую компанию. А теперь перенесем этот характер в 1895 год. Родился бы Илон где-то в Южной Африке или сразу в Америке. С детства те же горящие глаза. Вместо компьютеров паяет первые электрические схемы, читает Теслу и Эдисона и говорит: «Это все медленно, давайте быстрее». Часть 2. Автомобили и транспорт. Тесла 1910-х. К 20 годам Маск уже в Детройте или Нью-Йорке. В начале 20 века электромобили были вполне реальны. В 1900 году почти треть всех машин в США ездила на электричестве. Они были тише, чище и проще в управлении, чем бензиновые. Богатые дамы даже предпочитали их. Не нужно крутить ручку запуска. Маск бы основал свою компанию, скажем, Musk Electric Vehicle, и выпустил бы в 1915-1920 годах модель, которая проезжает от 300 до 400 километров на одном заряде. По тем временам абсолютная фантастика. Дизайн — обтекаемый алюминиевый кузов, мощный электромотор. А теперь представьте, Илон лично тестирует машину на скорости и кричит инвесторам: «Бензин — это вчерашний день, будущее за электричеством». Форд хватался бы за голову, а Маск еще и построил бы огромный завод по производству аккумуляторов. Прообраз будущей гигафабрики. Юмор в том, что он бы наверняка твитнул, то есть телеграфировал всем: «Моя машина не воняет и не пугает лошадей. Вы отстали». Ставь быстро лайк, а мы продолжаем. Часть 3. Ракеты и космос. SpaceX 1920-х. Машины — это была только разминка. Главная страсть Маска всегда была — космос. В реальной истории в 1926 году Роберт Годдард запустил первую жидкостную ракету. Она поднялась всего на 12 метров и пролетела 56 метров за 2,5 секунды. Многие тогда смеялись и называли его сумасшедшим. Маск бы точно присоединился к этому делу и сделал бы все в разы быстрее и грандиознее. К 1925-1930 годам он уже строил бы огромные стальные ракеты с мощными двигателями, способные возвращаться на Землю. Представьте запуск с полигона во Флориде. Маск в шляпе и костюме стоит и орет: «Эта штука должна вернуться и сесть обратно, как самолет». Первая орбитальная ракета могла бы взлететь на от 20 до 30 лет раньше. А Луна? Он бы планировал высадку еще до 1940-го. Когда ракета взорвалась бы на старте, а они тогда часто взрывались, Маск бы просто сказал: «Отличный тест, следующая будет лучше», и пошел бы спать на заводе. Часть 4. Другие проекты и стиль жизни. Что еще успел бы Маск? Подземные туннели для скоростного транспорта между городами, прообраз Boring Company. Ранние опыты с электричеством и мозгом, примитивный Neuralink 1920-х. Свою радиостанцию или газету, где публиковал бы безумные идеи и спорил со всеми.
жил бы как всегда, спал в мастерской, ел сэндвичи, работал по 100 часов в неделю, устраивал бы грандиозные презентации с оркестром и фейерверками. Журналисты называли бы его безумным гением или новым Теслой с деньгами. Часть 5. Как изменился бы мир? Плюсы и минусы. Если бы Маск жил тогда, прогресс в электричестве, авиации и космосе ускорился бы на десятилетия. Возможно, мы уже в 1930-е летали бы на Луну, а Вторая мировая прошла бы с другим технологическим уровнем. Плюсы. Мир стал бы смелее и футуристичнее раньше. Минусы. Конкуренты и банкиры могли бы его просто задушить, как часто бывало с Теслой. Или он потратил бы все деньги на взорвавшиеся ракеты. В итоге вместо ревущих 20-х могли бы быть ракетные 20-е. А вы как думаете, смог бы Илон Маск изменить историю, родись он на 80 лет раньше? Какой его проект в 1920-е был бы самым безумным? Пишите в комментариях. Если видео вам понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь и жмите колокольчик. Спасибо, что досмотрели до конца.